Японская компания Lexus представила второе поколение городского кроссовера Lexus NX. После смены поколения автомобиль изменился внешне, получил новые моторы и сразу две гибридные версии. Первое поколение модели японцы презентовали еще в 2014 году. С момента выхода NX на рынок Европы за все время удалось реализовать более 170 тысяч автомобилей. Причем в России из них было продано более 41 тысячи машин. NX стабильно входит в десятку самых продаваемых премиальных автомобилей в России. Большинство зрителей может подумать, что это обычное обновление уже знакомой машины. Но это действительно новый NX, а не рестайлинг. В компании даже уточнили, что 95% деталей и компонентов кроссовера разработаны заново. А узнаваемый силуэт машины сделан намеренно, хотя NX стал современнее и воспринимается серьезнее за счет более мускулистых форм. Центром дизайна передней части является решетка радиатора, которая стала более вертикальной. Она подчеркивает длинный капот и создает общую форму и объем кузова, который расширяется в сторону задних крыльев. При этом спереди появились новые фары с интегрированными в них L-образными ходовыми огнями. Задняя часть кроссовера полностью соответствует последним трендам. Тут есть и горизонтальная светодиодная полоса во всю ширину, визуально объединяющая задние L-образные фонари, и буквенное обозначение марки вместо шильдика, и спойлер на кромке крышки с интегрированным дополнительным стоп-сигналом. В расширенные арки вмещаются колеса диаметром до 20 дюймов. Многие внешние решения должны улучшить аэродинамику. Например, специальная конструкция молдингов на крыше направляет воздушные потоки в нужном направлении над автомобилем, а защита двигателя с поверхностью, как у мяча для гольфа, генерирует микровихри под днищем, улучшая устойчивость при движении по прямой дороге на высокой скорости. Размеры кроссовера почти не изменились. Длина и ширина выросли на 20 мм, а высота на 5 мм. Колесная база, в свою очередь, увеличилась на 30 мм, до 2690 мм, и почти вся прибавка досталась заднему ряду. Новый Lexus NX является первенцем новой концепции Тазуна, получившего свое название от японского слова, описывающего, как всадник управляет своей лошадью с помощью поводья. Суть концепции в том, чтобы водителю не приходилось отрывать глаза от дороги, а руки от руля. Например, функции сенсорных клавиш на руле можно индивидуализировать, а действия отображаются на проекционном дисплее. Поэтому водителю не нужно смотреть на руль, чтобы проверить, какую кнопку он хочет выбрать. Внутри все элементы управления и вывода информации сгруппированы в одной плоскости, а блок с тачскрином развернут к водителю. Эргономика салона рассчитывалась исходя из результатов международных исследований. Например, чтобы выбрать место для селектора автомата или кнопок управления климатической установкой, мастера замеряли расстояние от плеча до кончиков пальцев у людей из разных точек планеты. Стандартные дверные ручки заменил электронный замок и лач, который позволяет отпереть машину одним легким движением, хотя сохранилась и возможность аварийного механического открывания. Для этого рукоятку нужно привычно тянуть на себя. Электроника может принудительно заблокировать замок, если зафиксирует опасность при попытке открывания двери. Через стандартный сенсорный экран мультимедийки на 9,8 дюйма реализовано управление климат-контролем, а опциональный 14-дюймовый сенсорный экран имеет голосовое управление, расширенный онлайн-функционал и удаленный доступ со смартфона. Он тоже объединен с панелью климат-контроля, но поверх экрана присутствуют вращающиеся регуляторы с экранами отображения текущей температуры. Приборная панель отображает лишь один комбинированный циферблат по центру, а все подсказки навигатора могут быть выведены на проекционный дисплей. В зависимости от комплектации палитра контурной подсветки может содержать до 64 цветов. Сервопривод багажника стал тише и в 2 раза быстрее. На 50% эффективнее стала и беспроводная зарядка. Также не обошлось в новом NX и без систем дистанционного контроля автомобиля, доступ к которым открывает приложение Lexus Link. С его помощью можно отпирать и запирать двери автомобиля, а также управлять климат-контролем, чтобы прогреть или охладить салон автомобиля перед поездкой. Эта функция входит в стандартное оснащение всех комплектаций Lexus NX второго поколения. Вслед за родственным кроссовером Toyota RAV4 новый NX переехал на модульную платформу JAK архитектуры TNGA, благодаря которой удалось изменить компоновку, укоротить свесы, снизить центр тяжести на 20 мм и полностью обновить линейку силовых агрегатов.
Кузов стал жестче благодаря расширенному применению сверхвысокопрочных сталей. Например, для усилителей порогов использована сталь с пределом прочности в 1180 мегапаскалей, а для усилителей крыши 1470 мегапаскалей. Передние крылья и капот сделаны из алюминия. Архитектура шасси прежняя. Макферсон спереди, многорычажка сзади. Но разработчики попытались сделать управление машиной более точным и мягким. Lexus NX второго поколения стал первой моделью бренда, получившей версию с подключаемым гибридом. NX 450H+ оснащается 2,5-литровым двигателем внутреннего сгорания и электромотором на задней оси, который питается от батареи емкостью 18 кВт-час, установленный, как в классических электрокарах, на днище кузова. Суммарная мощность двигателя составляет 306 лошадиных сил, а разгон до 100 км в час занимает чуть более 6 секунд. Используя только электротягу, NX 450H+ способен проехать до 63 км, а максимальная скорость в таком режиме будет составлять 135 км в час. А еще такая версия уже в базе имеет пакет F-Sport с иной решеткой, колесными дисками и обвесом кузова. Несмотря на появление модификаций с подключаемым гибридом, японцы не стали отказываться и от обычной гибридной версии. Модель NX 350H получила гибридную систему 4-го поколения. По сравнению с нынешней моделью мощность выросла на 22%, до 244 лошадиных сил. В результате разгон до 100 км в час улучшился на 15% и теперь занимает 7,7 секунды. Для России будет доступен NX с двумя новыми бензиновыми двигателями. На модели NX 350 устанавливается 2,4-литровый турбированный двигатель, развивающий 279 лошадиных сил и крутящий момент в 430 ньютон-метров. Он работает в паре с классической 8-ступенчатой автоматической коробкой передач с более короткими передаточными отношениями. Модель NX 250 с новым 2,5-литровым двигателем мощностью 199 лошадиных сил также будет оснащаться 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Все модификации второго поколения Lexus NX будут идти с системой постоянного полного привода. И лишь только для гибридного NX 350H можно будет выбрать версию с передним приводом. Также новый NX получил последний пакет систем безопасности Lexus Safety System Plus 3.0. Хочу напомнить, что все подробные видеоматериалы с работой систем безопасности, вождением и интерьером новинки можно посмотреть на моем втором канале. Ссылку оставлю в правом верхнем углу и в конце этого видео. В числе усовершенствований, представленных в новом NX, стоит отметить расширенные возможности систем предотвращения столкновений. Теперь она может распознавать велосипедистов и некоторые прочие объекты, такие как деревья, стены и столбы на пути следования автомобиля. Система была дополнена новой функцией, которая оценивает вероятность столкновения со встречными транспортными средствами и пешеходами, переходящими проезжую часть при повороте на перекрестке, и в случае критической ситуации притормаживает или останавливается полностью. Изменениям подвергся адаптивный круиз-контроль, который теперь может быстрее обнаруживать транспортные средства, перестроившиеся перед водителем. А в сочетании с обновленной системой удержания автомобиля в полосе движения он обеспечивает более естественное движение в поворотах. Кроме того, адаптивный круиз-контроль стал активнее взаимодействовать с системой распознавания дорожных знаков, реагируя на большое количество знаков и сигналов, в том числе на красный сигнал светофора, предупреждающие знаки и знак «Стоп». Цены на новый Lexus NX будут объявлены к концу лета, а старт продаж намечен на конец осени. Напишите в комментариях, как вам новый NX. Также не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии.